Прежде всего хочу представить автора работы, книги, которую мы здесь представляем, «Цена реформ» или «Почему в Грузии не получилось». Хочу представить автора, экономиста, эксперта Центра креативной дипломатии Никиту Андреевича Минтковича. Никита Андреевич, он создал эту работу, которую мы будем обсуждать. Справа от меня замдиректора Российского института стратегических исследований, доктор исторических наук Тамара Семеновна Гузенкова. Почему наш институт издал эту книгу, почему наш институт привлек к работе молодого эксперта Никиту Андреевича Минтковича. Проблема ситуации в странах СНГ – это одна из основных проблем, которой занимается РИСИ. И, конечно, больше всего нас волнует в регионе Кавказа – это Грузия, с которой отношения наши осложнились, практически полусвернутые или свернутые научные контакты, исследовательские контакты. И после книги госпожи Бураковой, Ларисы Бураковой «Почему у Грузии получилось», мы хотели посерьезнее, поглубже, не так комплементарно, но в то же время с дружественной позицией проанализировать ситуацию в Грузии с тем, чтобы иметь представление и о том, что происходит в соседней стране, и сделать выводы и для себя, для России, которая тоже сталкивается с целым рядом проблем, которые решает сейчас Грузия. Моей целью действительно было изучение реформ последних лет, проведенных в Грузии, их хода и последствий. Являясь экономистом, я прежде всего сделал акцент на экономическом аспекте преобразований, причем как влияние иностранных вливаний, кредитов, грантов, которые в достаточно больших объемах предоставлялись республике, так и внутренних факторов, влиявших на экономический процесс в стране. На мой взгляд, я коротко просуммирую свои соображения по этому вопросу, высказанные в книге. Из-за отказа власти от регулирования финансовых потоков сформировалась культура неэффективной траты этих средств, закачиваемых в экономику республики. В частности, слишком значительный их процент инвестировался не в реальное производство, а в посредническую торговлю. Из-за этого мы наблюдали в последние годы огромный рост импорта иностранных товаров в Грузию при сокращении ряда видов собственного производства. Я имею в виду в том числе сельскохозяйственную продукцию, как животноводческую, так и крупы различные. Кроме того, можно отметить, что отказ от антимонопольного регулирования на определенный период, я думаю, наши грузинские коллеги помнят, что одно время этой службы вообще не было, потом эти функции передали МВД, но никакой реальной работы сейчас в этом направлении не ведется. В ряде областей сформировались картельные ценовые сговоры. Монополии, которые, ко всему прочему, еще негативно влияют на политику, в том числе через коррупционные схемы. Кроме того, в книге я рассмотрел ряд аспектов, связанных с социальными и иными реформами. Прежде всего, это политика в области уголовной преступности. Я постарался поднять весь имеющийся статистический материал по этой теме и определить все-таки, были достигнуты те огромные успехи, о которых говорит власть или нет. Сразу говорю, мои выводы носят во многом приближенный характер, потому что, к сожалению, криминальная статистика в Грузии, причем как регистрационная, так и базирующаяся на опросах населения, находится в очень плохом состоянии. Она обладает низкой достоверностью. Я прибег к некоторым попыткам математического определения латентности преступности, вы можете это заметить в книге. Но сразу скажу, здесь еще работать и работать. Кроме того, я рассмотрел социальные аспекты реформ, их влияние на доходы населения, изменение механизмов социальной политики и влияние на ряд областей, в том числе медицину. К сожалению, здесь очень много печальных последствий, в том числе неудачная реформа здравоохранения конца 2000-х привела к тому, что в стране выросла заболеваемость и смертность. Все это я рассматриваю на статистическом материале в книге. И сейчас я коротко подхожу к своему главному выводу. Мое основное мнение в следующем. Грузию нельзя рассматривать с позиции удачи или неудачи либерального или иного эксперимента.
Проблема Грузии в том, что реформы, какие бы они ни были плохо спланированы, власть к этому подошла непоследовательно, мягко говоря, безответственно, это касается многих политиков, в результате чего реформы были не сбалансированы и во многих областях дали эффект обратный желаемому. Произошло совмещение несовместимых мер, что привело в ряде случаев к разрушительным последствиям. Поэтому основной вывод книги, что нельзя без осторожности подходить к большим преобразованиям. Любая, даже самая классическая идея либерализма, социализма, хоть джамахии, все равно, если ее проводить непродуманно, неправильно, непланомерно, она дает очень большие побочные эффекты, которые потом бывает очень сложно исправить. На постсоветском пространстве мы можем говорить о существовании феномена Грузии. Грузия занимает очень своеобразное положение и в политической, и в геополитической составляющей, и те экономические реформы, которые проходили. Поэтому получить еще один источник информации, вдумчивый анализ того, что происходит в Грузии, это, конечно, очень важно для российских экспертов. Я приветствую инициативу нашего автора, но мне кажется, что он до такой степени боялся обвинений в предвзятости, в ангажированности, в необъективности в своих подходах к анализу грузинской ситуации, что он постарался предельно лояльно, нейтрально, спокойно, объективно обсудить эту проблему, опираясь главным образом на открытые источники. Кстати говоря, меня тронуло, что он очень часто ссылался на Ларису Буракову как на источник, как на автора альтернативной монографии. И здесь, видимо, его задача была действительно опираться на статистические, экономические данные, потому что у нас в эпоху постмодернизма есть такая тенденция писать книги, которые оказываются как бы рекламой на рекламу. Мне кажется, что феномен Грузии очень противоречив, и в этой книге это заметно, что он оброс такими уже толстыми, увесистыми мифами, которые разбить бывает очень трудно. И мне кажется, что та книга, которую мы сегодня обсуждаем, могла бы быть, в общем, по сути дела, первым шагом вот в таком глубоком и серьезном обсуждении постсоветского развития многих наших государств и, в частности, Грузии. Книга Ларисы Бураковой, когда я ее прочел, сразу же даже по форме своей у меня вызывало подозрение в том, что содержание ее не будет объективным. Там на десятках страниц были пространные интервью различных политических деятелей Грузии, и это выдавалось как абсолютная истина. Вообще-то говоря, наука, она требует подход, который подвергает сомнениям любые утверждения, особенно если утверждения исходят от представителей органов государственной власти. Вы это прекрасно знаете. И те перекосы в оценках экономической ситуации Грузии, они, честно говоря, вот в России видны невооруженным глазом. Есть то, что у нас называется таким русским словесным оборотом, как сермяжная правда. Когда мы видим в России людей, которые вынуждены были мигрировать из Грузии, я вижу их не только в России. Вот на прошлой неделе я побывал в Прикаспийской области Казахстана, Мангыстауской, в Актау, и там и таксисты, и работники сферы услуг. Это представители, я с ними разговаривал, поскольку видно по выговору и внешнему виду, что это из Кавказа. Люди из Кахетии. Закономерно возникает вопрос, так почему, собственно говоря, если так все прекрасно, как описывала Буракова в экономической системе Грузии, такие впечатляющие результаты реформ экономических, почему же население страны предпочитает не на своей родине получать хлеб насущный, а где-то обретаться, наверное, не в самых лучших условиях в других странах мира? И вот книга Никиты Андреевича, она все-таки расставляет, как мне кажется, правильнее акценты